Здравствуйте, друзья! Меня давно просят показать лоскутное одеяло, которому 38 лет уже. Оно живет у нас на даче, уже старенькое такое, выцветшее. Лоскуточки начали рваться уже. Выцвело от солнца. Мы еще оставили в этом году его на солнце нечаянно и уехали. Это одеяло сшила прабабушка моей дочери. Оно ватное, небольшого размера, прямоугольного. Просто прямоугольники она нашивала. Какие лоскуты у нее были, такие она и нашила на это одеяло. Этим одеялом дети не укрывались, а просто ползали по нему, выросли на нем. Дочь, сын и внучка. Летом его на травку стелим. А вот зимой поехали, внучка на снег настелила и полежала. А я вот сижу, чаек попиваю на этом одеяле. Красота! Ну а сегодня предлагаю сшить блок. Очень простой, но симпатичный. Кто со мной? Кому интересно, оставайтесь со мной, будем вместе шить. И поддержите меня лайками, подписками и комментариями своими. Я хочу много блоков нашить разных. И потом покажу, что я сделаю с ними. Нам понадобится 2 прямоугольника красного цвета, 2 квадрата белого цвета и 4 квадрата маленьких, тоже белого цвета. Размеры я укажу под видео в описании. Первым делом делим наши квадраты по диагонали. Кладем вот таким образом 2 квадрата и прошиваем по линии. Затем отворачиваем и утюжим. Вот так я прошила одну диагональ в эту сторону, другую в эту. Понятно, да? Я подложила здесь бумагу, потому что у меня это трикотаж и не хотел он сшить. Вовнутрь зажевывала ткань, поэтому я подложила бумагу. Сейчас ее уберу. Трикотаж всегда удобно сшить бумагой. Подкладывая бумагу, любую, тетрадную, газетную, без разницы. Теперь что мы делаем? Заутюживаем в эту сторону и в эту. Вот так я прошила, проутюжила. Теперь берем маленький квадрат, кладем вот таким образом на этот уголок, чтобы у нас диагональ была не внутрь, а вот по краю, по этому краю и по этому. И проделываем строчку. Для этого надо сколоть. Также подложу бумагу, а на этой стороне делаем точно так же, чтобы диагональ у нас приходилась на эту сторону и на эту. Прошиваем, то есть зеркально прошиваем мы. Здесь прошили зеркально и здесь прошиваем зеркально. Прошила, удаляем бумагу, опять отворачиваем и отутюживаем. Я заутюжила в разные стороны, и остались у нас 2 квадратика. Также кладем их зеркально. Также эти диагонали у нас должны быть на этой стороне и на этой. Не так уж, чтобы в середину шла диагональ, а наоборот. Опять скалываем и прошиваем вот по этой линии.
Я прошила. Убираем ненужную бумагу. И теперь заутюживаем в одну сторону, чтобы квадрат превратился в треугольник. И эту сторону также. Я заутюжила. Угадываете фигуру? Да-да, это будет сердце. Теперь складываем лицом к лицу и прошиваем. Я прошила. Теперь надо шов разутюжить. А теперь надо замерить вот эту сторону, которая у нас вышла, и выкроить полосочку сюда. И прошить на ширину строчки. И с этой стороны также прикладываем и прошиваем. Я прошила. Теперь утюжим. Ненужную толщину срезаем. Вот здесь очень толсто получилось. Срезаем. И заутюживаем на темную сторону, чтобы здесь у нас не было полосок. А теперь краим две полоски вот такой длины. Сюда одну полоску и сюда. Замеряем и выкраиваем. Вот такой блок в итоге получился. Симпатичный. Шить просто, быстро. При желании можно разутюжить, конечно, швы здесь толстоваты получается вот на этих местах. Можно разутюжить. Ничего страшного не будет, если здесь будет проглядывать, просвечиваться эта белая ткань. Из таких блоков можно шить хоть наволочки, хоть одеяло, хоть покрывало. Ну, на ваше усмотрение. Куда еще можно использовать такие блоки? Конечно, я планировала этот блок сшить к 14 февраля, ко Дню всех влюбленных, но, как говорится, загад не бывает богат. Сшейте такой блок на наволочку или на покрывало, или на плед на какой-то. Ткани можно брать не обязательно белые, можно пастельных тонов, розоватый какой-нибудь, бледный, бежевый, не обязательно белый. Мне этот блок понравился. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался еще. Девчонки, пишите. У меня вообще в планах много разных блоков нашить. И затем одну вещь сделать из таких блоков. А какую вещь, пока промолчу. На сегодня это все. Всего доброго. До встречи.